каналы Венеции высыхают, Италии грозит засуха. За последние несколько дней Средиземное море сильно обмелело, потеряв несколько метров своей береговой линии. Странное явление заметили в Италии и Мальте. Италии грозит еще один год сильной засухи. Этой зимой в Альпах выпало менее половины ожидаемого количества снегопадов, а уровень воды на севере страны упал до рекордно низкого уровня, согласно научным и экологическим группам. В Венеции, низменном городе, обычно больше всего беспокоились о наводнениях. Историческая сеть каналов пострадала от необычно низких приливов, в результате чего некоторые каналы превратились в грязную канаву. Из-за низкого уровня воды гондолам, водным такси и машинам скорой помощи трудно передвигаться по знаменитым каналам, что влияет на жизненно важные службы города. Толпы туристов также были разочарованы менее чем живописными видами, и ежегодный карнавал также был сорван. В феврале в Венеции необычно сухая погода. В проблемах обвиняют сочетание факторов, в том числе отсутствие дождя, систему высокого давления и морскими течениями. Прошлым летом Италия объявила чрезвычайное положение после того, как столкнулась с самой сильной засухой за 70 лет, а Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. По данным экологической группы Legamaind, По, самая длинная река Италии, в некоторых местах почти пересохла, и в настоящее время в ней на 61% меньше воды, чем обычно в это время года. Летом 2022 года засуха фактически закрыла многие фламандские водные пути, включая такие места, как Гент, в результате снижения уровня воды в регионе. Уровень воды в озере Гарда на севере Италии также упал до рекордно низкого уровня, что позволило добраться до небольшого острова Сан-Бьяджо пешком по открытой тропе. Ежедневный итальянский Корьере делла Сера поговорил с Массимилиано Паски, экспертом по климату Итальянского научно-исследовательского института КНР. Главное объяснение происходящему – отлив. Приливы и отливы – довольно стандартная вещь, а постоянное атмосферное давление в регионе в сочетании с текущим положением Земли по отношению с Луной и Солнцем нередко приводит к таким явлениям в это время года. Для Венеции, например, характерные приливы, когда город затапливает водой из Средиземного моря. Однако есть альтернативная версия. Международное сообщество The Watchmen's Earth and Space Connection заявило, что странное явление связано с недавней серией мощных землетрясений. В сообществе считают, что катаклизмы могли вызвать трещины на дне морей, куда и утекает вода. Если мы продолжим видеть это, значит дно Средиземного моря опускается, цитирует Лоувен Молта сообщение организации. Венеция очень подвержена воздействию со стороны Средиземного моря, особенно в период так называемых нагонов. Когда ветер создает дополнительный подъем уровня воды, она проникает в каналы Венеции, затапливает все эти площади. Обратная картина наблюдается, когда ветер дует в другую сторону и вода уходит, уровень снижается, что происходит, видимо, в эти дни. Все стихийные бедствия – это, как правило, сочетание редко встречающихся событий. И наводнения, и маловодье являются результатом воздействия нескольких причин, в том числе это сгоны и отливы. На Средиземном море они небольшие, приводят слова ученого БМ. На ситуацию в Италии могли повлиять и другие причины. В течение последних 15 дней в Западной Европе преобладал антициклон. Такие температуры обычно наблюдаются поздней весной. Кроме того, в Италии этой зимой зафиксировано рекордно малое количество осадков. Глобальное изменение климата с каждым годом делает засуху в Средиземноморье более серьезной и более вероятной.